Знание этой анатомии – это первый шаг к пониманию орхидеи. И для того, чтобы орхидеи всегда радовали своим цветением, мы должны понимать, как корни взаимодействуют с листьями, что вообще происходит в корнях и в листьях по отдельности. И когда мы поймем вот эту механику, нам очень будет просто найти общий язык с нашим цветком. Добрый день, друзья, подписчики и гости моего канала. Приветствую вас на канале, посвященному удивительному миру орхидей. Сегодня мы начинаем цикл лекций, который навсегда изменит ваше восприятие фаленопсиса. Мы привыкли видеть в орхидее просто красивый цветок. Но за этой красотой скрывается совершенная архитектура, выстроенная эволюцией миллионами лет. Только задумайтесь, миллионами. В этом видео общая карта нашего путешествия. Мы познакомимся со всеми частями фаленопсиса, чтобы в следующих выпусках изучить каждую из них. Начинаем? Давайте начнем с общего обзора фаленопсиса. У фаленопсиса 5 частей. Проговорим каждую из них. Фаленопсис – это не хаотичный набор частей. Это четкая, логичная структура из 5 ключевых элементов. Первое – это, конечно же, корни. Это не просто орган для питания. Это живые светочувствительные провода, которые дышат, пьют и даже фотосинтезируют. Во-вторых, стебель – монопод. Вертикальный ствол, который растет только вверх, добавляя с каждым годом новые листья. В-третьих, листья – это мощные аккумуляторы влаги и энергии, настоящие батареи выживания. В-четвертых, цветонос – это не просто веточка с бутонами. Это сложный орган со спящими почками, из которых могут родиться как цветоносы, так и детки. И, наконец, цветок. Совершенная машина для привлечения опылителей, а не для того, чтобы радовать нас своим цветением. И каждая деталь имеет смысл. Давайте пройдемся по каждой части чуть ближе. Вот они, корни фаленопсиса. Обратите внимание на их цвет. Серебристые, когда сухие, и ярко-зеленые, когда напитаны влагой. Это не случайность. Поверхность корней покрыта специальной губчатой тканью – веламен, и мы об этом прекрасно знаем. Она мгновенно впитывает воду и содержит хлорофилл. То есть корни фаленопсиса участвуют в фотосинтезе. И мы не раз с вами об этом говорили. Именно поэтому фаленопсис нельзя сажать в непрозрачный горшок и закапывать в плотный грунт. Корням нужен свет. Они буквально питаются светом. Здоровый корень упругий, серебристый, с зеленым кончиком. Вялый, коричневый, пустой внутри – это сигнал бедствия. Стебель и точка роста. Фаленопсис – моноподиальная орхидея, то есть растет всегда вверх. Это значит, что у нее есть одна главная точка роста, расположенная в центре розетки листьев. И в этой точке каждый год появляются новые листья. Старые остаются внизу, постепенно желтея и отмирая. И это нормально для орхидеи фаленопсиса. Важно, если точка роста повреждена, растение не погибает, но останавливается в росте. Вместо этого она может выпустить детку из спящей почки,
или на цветоносе, или на самом стебле. Поэтому никогда не заливайте воду в центр розетки. Это может вызвать гниение точки роста. Листья фаленопсиса – это не просто зеленая масса. Это толстые мясистые пластины, покрытые восковой кутикулой. Внутри листьев специальные клетки, которые запасают воду, но не только воду, и питательные вещества. Именно поэтому орхидея может пережить засуху. Устица. Микроскопические поры на нижней части листа открываются только ночью, чтобы минимизировать потерю влаги. Поэтому полив вечером менее эффективен. Цвет листа говорит о многом. Ярко-зеленые листья – все хорошо. Темно-зеленые – не хватает света. Красные – избыток света или стресс. А цветонос у фаленопсиса – это история в каждом сантиметре. Цветонос фаленопсиса – это не просто стебель с бутонами, это сложная, важная структура, где каждая чешуйка скрывает спящую почку. Эти почки могут проспать годами, а затем проснуться и дать или цветонос, или маленькую детку, копию материнского растения. Отличить цветонос от корня очень просто. Цветонос всегда растет из пазухи листа. Направлен вверх, чаще всего вверх, и имеет чешуйки, он острый. А корень гладкий, чаще всего растет откуда угодно. И он круглый и на конце зеленый. Живой цветонос упругий, зеленый, засохший, коричневый, хрупкий, который можно отрезать. А цветок у фаленопсиса – это совершенство природы. Вот мы с вами добились самого главного цветения фаленопсиса. Фаленопсис в природе с греческого означает «подобный мотыльку». И это не случайно. У цветка фаленопсиса 6 лепестков, 3 чашелистика и 3 настоящих лепестка. Но один из лепестков превратился в губу, яркую, контрастную. Это прямо площадка для приземления насекомых, опылителей. Потому что фаленопсис цветет не для услады наших глаз, а для продолжения рода и для привлечения опылителей. В центре цветка колонка, где спрятаны пестики и тычинки. Это уникальная особенность всех орхидей. Каждый цветок живет несколько недель или несколько месяцев. У каждого фаленопсиса по-разному. И все это время это действующий механизм только для одного – для продолжения рода. Итак, мы прошли полный круг. Фаленопсис – это корни, дышащие, пьющие, участвующие в фотосинтезе. Стебель – монопод с одной точкой роста. Листья – аккумуляторы воды и энергии. Цветонос – орган потенциального продолжения жизни. И цветок – совершенная машина для опыления. Знание этой анатомии – это первый шаг к пониманию орхидеи. И для того, чтобы орхидеи всегда радовали своим цветением, мы должны понимать, как корни взаимодействуют с листьями, что вообще происходит в корнях и в листьях по отдельности. И когда мы поймем вот эту механику, нам очень будет просто найти общий язык с нашим цветком. Если вы хотите научиться читать вашу орхидею, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы приходили сообщения о новых видео, вышедших на канале. И мы продолжим разбираться, как же все происходит у нашего любимого цветка
орхидеи, фаленопсис. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.